Здорово, 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 здорово. Мы будем досматривать, короче, как чувак проходит на S+. Здорово, 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 Кто это? здорово. Кто это Мы говорит? будем досматривать, короче, как чувак проходит на... Здорово. Здорово. Всем привет. Так. Я, короче, чат GPT. А я уже прошел Resident Evil 4, привет. Ну, здорово, я тоже прошел. Но не прошел на S+. Я сейчас 7 буду проходить, ну. Давай. Он неприятный 7 такой. Мерзкий, короче, 7. Довольно. Так, ну поехали. Okay, so heading on to the section with the invisible novies. I think it's like they're just regular novies, but because they're in water, like their camouflage makes them invisible or something like that. Отправляемся в канализацию, где находятся невидимые навистадоры. И они невидимые, потому что касаются воды. А так, это обычные жуки. So, just over an hour left of the run. We're making very, very good headway into this. А он, So, по-моему, when you come out here, you want to head to your right, crouch through here. When you get out of this tunnel, move to your right a little bit. You've got to go left to progress. блядь, забыл, but if что you хотел sprint сказать. out to the left, you'll more than likely get attacked by the Novi. So move out to the right. А, он, если я, насколько я помню, a little последний bit, раз мы and then sort of take a смотрели. look, because the only way you can really see these guys is by their glowing Он без green ранений lights. So if you- проходит. like I said, if you just sprint Ладно. out to the left, you'll probably get jumped on. So it's a good idea to run to the right, unless you're confident to just shoot as you turn. Just play it safe. Ну, что-то там сказал, если его не подстрелить, то он на вас запрыгнет. Там что-то лево-вправо. Ну, лучше бежать направо, чем налево, потому что он вас там может схватить. Ну, тут, в принципе, легкий сегмент. Навистадоры — это простые противники. Здесь мы берем корону. Корона! Это она много бабла дает, кстати. Это самый дорогой предмет в игре. Rocket launchers, one for what's this guy's? I can never remember these enemies' names. It begins with a V, but whatever. Вердуго. Yeah, we're gonna use one for him, one for Krauser, and one for Sadler. Он использует ракетницу для Садлера. Интересно. Там же его можно... Он, по-моему, он яйцо не возьмет, да? Я просто читал комментарии, и там было написано, что можно использовать яичко. Так, вот он корону собрал за 100 тысяч золотых. Также он может продать пилку. Привет, как ты? Здорово, искатель. Да, что-то не очень. Голова кружится. Жду, когда пройдет. Так, продает барахлишко все это. Ну и что он это отправляет?
некуда положить гранатомет. А у него вон яичко-то есть золотое. Yeah, I think, yeah, I stored the rifle because I thought if I didn't, I wouldn't have space. So I ended up selling the mines, the bolts. The rifle got stashed away. Продает амуницию для арбалета. In fact, I think it might be exactly 100k you'll spend on cases if you buy that one and the next one. Что, как у вас дела? So I'm pretty sure I waited. Ну, это довольно простой бой. Потому что хреначишь из него, в него ракетница, и он это помирает. But yeah, I've got two with me, so if you're still at the merchant, you can always sell him one if you've got more than that. We find them so much. They're just everywhere because of the Attache case, but they're far more useful than handgun bullets in this run. Yeah, nothing down there for us. Он поменял кейс на другой, который позволяет, делает выпадение этих ресурсов, которые нужны для крафта патронов чаще. Говорит, что лучше, что этот кейс лучше оригинального кейса, который увеличивает выпадение патронов для пистолета. А мне вот интересно, его можно завалить, не замораживая из ракетницы? Он выпрыгивает? Нет, походу нельзя. Liquid nitrogen shower, I guess. Wait for him to be frozen in it. Да, походу нельзя. Здесь есть достижение убить вердуга, не замораживая его. Но походу его нельзя убить. С одного выстрела из ракетницы. Хотя, может быть, на других сложностях можно ракетница его жахнуть, не замораживая, просто чтобы достижение получить. Ракетница, к сожалению, ваншотает любого врага. Почему, к сожалению? Здравствуйте, хорошего вам стрима. Здорово, Даню. Здорово, готовишься к прохождению? Да, готовлюсь к прохождению. Но я, наверное, так не пройду, это слишком крутой игрок. Он проходит на S+, без ранений. Игра тяжелая очень. О, здесь, говорит, очень высокий шанс найти гранатку большую. Только зачем они? Я этих слепых городоров вроде можно было убить гранатами, а теперь-то они зачем? Посмотрим, я не знаю. Я, честно говоря, гранатами в игре... эту систему ПВО уничтожать гранатами хорошо. Не-не-не, да, там используются... Самое интересное, что гранаты можно использовать, они полезнее всего не против противников, а против... стены и ПВО, то есть ты там гранатами взрываешь стену и гранатами сбиваешь ПВО. А вы с Делюксом брали 4-й резик ремейк? Нет, обычный у меня резидент. Мне его подарили. Он дорогущий. I think if I use safe strategies, there's a lot of the game that I could do quite easily, but there's still many tricky sections that are really difficult. I wouldn't be able to use a lot of the strategies that are in this run because I wouldn't say they're risky, they're just not 100% success rate or even like really high success rate. Он купил бабочку. So much RNG that can hit you in the face in this game. Зачем? That it will be very, very difficult. But yeah, it's probably something. Мой любимый сегмент в игре, где на вагонетках катаешься, прикольно сделали.
наверное, этих убивать. Как Эль-Гиганта, наверное. Подарили, понял, повезло. Ну да, у меня хорошие зрители. Дарят игры за 5000 рублей, прикинь. Это Андрей. Андрей Панченко. Привет ему, кстати, если смотрит видео. Он мне разные игры дарит. А мне не получится сыграть в него, потому что он только на Xbox Series, а не на Xbox One S. Я играю в игры обычно на Xbox One S, понятно. У меня вообще приставок нет. Так, он кидает флешку, чтобы ослепить этого. We're really looking for some magnum ammo in this area for the strategy we're going to use for the El Gigantes. Хорошо бы выпало патроны для магнума, чтобы получилась страта с Эль-Гиганта. Блин, там бензопильщиков до хрена. Ёбушки-воробушки. Ой. Shotgun to push these guys back. One of them made it through, but he just decided to run past me. I guess he, I don't know, saw a famous person behind me or something. Alright, chucking a flashbang before we smash these boxes. We've grabbed the dynamite. So it's Нифига, у него 3 ресурса выпало. And then once we've grabbed all the loot from those boxes, хотя бы у меня имеются 3 игры по резику, 5, 6 и 7. Я в 5 и 6 не играл никогда. А тот, кто говорит на английском языке, это у вас всегда такое? Что это? Это... Нет, это не всегда такое. Это человек... Мы смотрим видео английское, где человек проходит на S+. И комментирует то, что он делает. Мы просто видео смотрим на ютубе. А, вот он гранаты использует против Эль-Гиганта. Так, берет 2 тяжелые гранаты, кидает в харю ему. 3. Стреляет ему в харю из бабочки. Промахивается. Так, нужно встать возле переключателя, когда он встанет на этот круг. Нажать рычаг, и все, и чувак падает вниз. Блин, невероятно, короче, он быстро это все делает. Что-то невероятное, ребята, что-то невероятное. Тут, наверное, много тренироваться надо, чтобы так проходить. Я думал, что это ваше само прохождение. Нет. I wanted to get cheeky and try and use that strategy in the run, but if you haven't got the heavy grenades, if you've only got a couple, then you might just want to skip that strategy altogether. Same as the magnum ammo, we do need some magnum ammo for later, but I end up buying the Killer 7, so yeah, using those magnum shots, I think we need 5 for Salazar in the broken butterfly that we've got upgraded, so Сейчас про Салазара говорит, что нужно кидаешь яйцо и 5 выстрелов в Салазара делаешь, чтобы его по-быстрому убить. Ему, говорит, нужны патроны для сломанной бабочки, 5 штук. Вот почему на английском языке все написано в субтитрах. Чего? Это моя любимая часть игры. На вагонетках ездить, стрелять. Как вам? Вам нравится этот момент? Тут хоть какое-то разнообразие в игру добавили. То есть не просто ты бегаешь, стреляешь, а тут еще вот можно покататься на рельсах.
the cart gets damaged here. Obviously, Leon isn't taking damage, but I feel like it's kind of cheating if I let that happen. So I wanted to get through these areas without the carts getting damaged. Not particularly difficult when you've done Он this a few попытается times, you know пройти the enemies этот come from. сегмент, не A few little получив, strategies to keep the chainsaw guy чтобы вагонетка не получила урон. It's not too difficult at all. Потому что он решил пройти игру полностью, чтобы ни вагонетки, там, ни лодки, ни Леон не получали урона. Никита Джей, здорово. Давненько тебя не было, слушай, сколько времени. Сколько лет, сколько зим. You might have seen me miss 4 times there. I was trying to lead the shot, but I guess I didn't need to with that guy. Some enemies I feel like you can hit directly in this, and some of them you need to lead the shot on the minecart section. Okay. Yeah, so this first part is pretty short, to be honest. The second one's a bit longer, but 2 enemies on the right, 1 on the left. Oh no, 2 on the left, and I can't get these numbers right. It's late, I'm tired. Я обычно мертв по будням. Чем занимаешься по будням? Я вот по будням смотрю прохождение 4-го резидента. Watch out for the dynamite dudes. Another enemy there. Lovely. And we got these guys with the barrels. Let's get rid of them. Shoot the sign. Okay, and we're pretty much done with the first cart section. Beautiful. Почти закончили с первым сегментом катания на вагонетке. Так. Ну все, приехали. Довольно просто было. Мистер Ленин. О, здорово, мистер Ленин. Сколько народу собралось сегодня с нами. I really wanted to do sub 3. I feel like sub 3 is so much more manageable to watch. Хочет пройти игру меньше, чем за 3 часа. I do really appreciate you staying through the video. I know that what are we on now, like a couple of hours in. You're still here watching. Смотреть игру, которую прошли меньше за 3 часа, говорит, интереснее, чем за 5 часов. У него есть видео, где он проходит. Где он проходит за 5 часов. If you're the kind of person, or well, it's not a bad thing, but well, no, it kind of is, I guess. Not in a, you're a bad person kind of way. Сейчас будет тяжелая часть на вагонетке. Сейчас еще the kind of person that doesn't really like watching full videos. Эти хрены с бензопилой будут нападать. Не хочешь попробовать спидраны делать? Нет, это слишком тяжело. Если спидраны, то только без этих, без багов. Не люблю, короче, прохождение с багами. Мне вот такие прохождения нравятся, где вот он играет на S+, довольно быстро выполняет все миссии. Чисто прохождение. Не спидран, а просто прохождение. Но прохождение быстрое. Чем-то напоминающее спидран. Я, кстати, недавно Resident 2 Remake купил. Поздравляю тебя. Игра крутая. У тебя впереди много интересных часов. Там есть, как в оригинале, какое-нибудь бонусное оружие, которое выдается после прохождения чего-либо. Здесь есть. Здесь можно купить бесконечную ракетницу, потом магнум бесконечный и пулемет. Выдается после прохождения игры. Короче, тут много бонусного оружия. Я пытаюсь сделать спидраны, могу, если не забуду, скинуть мой профиль на спидран.ком. Ну, скинь. Через донаты.
Да там просто чувак, короче, мне ссылки через донаты кидал. Чтобы я не забыл. Недавно играл в мод Evil Descent для Resident Evil 4, дошел до 6 главы, дальше криш начался. Можешь попробовать пострадать. Да я еще ремейк не прошел. Это ты мне кинул. Ну я слушай, я так и подумал, что это ты. Я что-то помню, что ты что-то кидал. Но у меня что-то память слабая. Память слабая на лица. Я, кстати, купил эту игру. Silent Hill я купил. Я по ссылке перешел. И купил Silent Hill. За 60 рублей. Ссылки через донат кидают четкие челики. Топовые юзеры канала. Интересно, как он будет сражаться с краузером. If you get unlucky here, a Novi will spawn really early and you'll hear it flapping about. And that's actually really unlucky. Если вам не повезет, то навистадоры появятся очень рано. Нужно следить за спиной в этом сегменте, иначе они вас схватят со спины. Стреляем на стене, стреляем в того, кто на полу. Also, down the cave directly opposite is a gold bar. I'm leaving it behind because I don't want to get snuck up on by these annoying novies. За бочкой, которую мы взорвали, находится золотой слиток. Я его не буду брать, потому что не хочу, чтобы меня схватили навистадоры, которые за мной бегут. А, вот перед краузером сохраняется. Да, краузер это жесткий. And some flashbangs. I think I make 3 here, but we also want to get the combat knife so that we can repair it and use it for this fight with Krauser. Подготовьте ножик для борьбы с краузером. And a ruby and a red beryl into the extravagant clock that we have. Selling them, a couple of the mixed herbs. 152 тысячи. Так, он улучшает силу ножа до максимума, чтобы сражаться с краузером. В той электрической пушке нет, которую выдавали в оригинале за прохождение на профессионале. Той электрической пушки. Нет, здесь нету никаких электрических пушек. Здесь выдают, короче, пулемет, Tommy Gun, по-моему, называется. Ладно, сейчас погодите, посмотрим, как он сражается. Evades during the Krauser fight and kind of just learn what attacks he's going to do. I like to run up on him at first. If you run up at him straight away, he'll usually just throw an attack out for you to parry. But yeah, look for the openings after a parry. You can kind of tell when you've got a second or two to run up and stab him, and you need to be quick. Just running up into his face. So we bought the fully upgraded knife. Obviously, you want to make sure you have that equipped. We can sell that back for easy pesetas later, just to make sure that we have enough money for rocket launchers and stuff. So, just go on and keep kicking him when we can. Try to aim for his face if you can. I think it does more damage when you do that. Если целиться ему в голову, то это наносит больше урона. Doesn't feel too nice. There we go. He's got to be close как now. ему кажется. There we go. Все, победа. Победили краузера. Нет, там нет, по-моему, такой пушки нету здесь. Эта пушка есть в файлах игры, кстати, наверное, с DLC добавят. В ремейке есть сестры Белла? Да, были в деревне. В 5 главе сестры Белла. И, кстати, с ними обязательно сражаться. То есть, если ты не убьешь сестер Белла, ты не сможешь пройти дальше. Там с них выпадает, короче, ручка.
которую нужно крутить, которую нужно ставить в дверь, чтобы пройти дальше. Так что их обязательно убивать. В месте, где заходили со всех сторон, было темно, но везде закидывая коктейли молотова. На одном из видосов это было. Леон заводит сестру Белла за сарай. Ага. Слушайте, если игру можно пройти без ранений, то не такая уж она и сложная, правильно? Не такая уж она сбалансированная. Либо у этого чувака... Либо у этого чувака слишком очень прямые руки. Он у него Чикаго Свипер. Он у него, короче, оружие, которое слева в инвентаре лежит, в хранилище. Его дают за прохождение игры на профессионале. Нам нужно 5 патронов на бабочку, чтобы завалить Салазара. Говорит, не меньше. Сейчас посмотрим. Dark Souls сложно, можно пройти без ранений. Значит, игра не сбалансирована. Значит, игра слишком легкая, если можно пройти без ранений. Ну ладно, значит, у людей слишком прямые руки. Это, ну, что сказать. Не игра легкая, а люди крутые. And we want to bait this shield guy around to us, and then we're going to use the TMP to push these first couple of enemies back. There's also an archer up here that we're going to use the TMP on. Get rid of them. And then when we get up here, we want to use the barrel in the back of the Salazar statue to blow it up. So just look up there and shoot. Взрываем башку Салазара с помощью динамита, который у него там сзади находится. Стреляем из TMP по противникам, их отбрасывает немножко и бежим. Бежим дальше. Кидаем флешку. Throwing another flashbang here past this scythe guy, and that'll stun up all of these enemies. I'm trying to smash open these barrels, and I ended up trying to pick stuff up, but it made me kick these couple of enemies, which is kind of annoying because it's a little bit slower in this situation, and we don't want that. Слушайте, если тут замедлится, то тебя тут раскатают. I wanted to stab this enemy in the back because she's kind of frustrating. Завалить этого противника обязательно, потому что он мешает проходить игру. Привет, дядя. Что за бабочка? Пистолет, бабочка, которая стреляет патронами для магнума. Там отдают за прохождение игры на профи не меньше ранга А. Ну вот, да. 5 патронов мало, в оригинале намного больше надо было. Нет, тут, короче, Салазар убивается яйцом. Вот сейчас увидите. Так его долго убивать. Красный хрен приходит. Стреляем в него из снайперки, все, чики-пуки, помирает. В этой игре U3 есть, по-моему, нету. По-моему, здесь только Вердуга есть, которого замораживаешь и убиваешь. Дэниел U3, это оно, босс в оригинале.
Entirely up to you. Зря разработчики Kinda U3 just wanna удалили, look out for нелегкий enemies босс. trying to jump on to the lift. Look out for Мне archers кажется, and здесь, по-моему, Big U3 вот nuisance. этот вот, который during this section. The riot gun's so useful for hitting multiple enemies. который в оригинале It's got a есть, nice он здесь spread on. появляется. Его, по-моему, видно. It doesn't Он do a huge вместе с amount of Салазаром damage, стоит. but, well, it does decent damage, but it's not a Мне huge amount of кажется, damage, он but it будет в knocks сценарии enemies back really well, за which is kinda Аду. what we want. Keep an eye on this area with the banister or the railing for that red guy. You want to be ready to snipe him as he starts to show himself when you're on the way up. So the next set of enemies should really come from these two platforms. I think there is one more platform they can come from, but the majority of enemies come from these two Полетел platforms. вниз. I like to try and catch them out of the air as they're jumping. It just makes me chuckle. It's pretty funny stuff. Yeah, this guy though, he wasn't having any of it, so I pushed him back with the shotgun. I try not. The reason Лайк I'm using the поставил, пошел TMP спать. here is because I don't Спасибо, want to use Хабаровск. too much Всего, shotgun спокойной in ночи. this area. I haven't got a lot of it anyway. Тут, в But if you принципе, use the недолго shotgun on the осталось. way up, the tower here on the way to the lift, Меньше часа, you'll наверное. end up with very little ammo left by the time you reach the top, man. У вас закончатся патроны к моменту So many поднятия enemies до in the way, you're gonna самой, be pushing back до so самой many with the вершины. shotgun. That's why I like to save the TMP bullets for this section. And you can just, I really like the way you can just buy weapons, tune them up, sell them, and then you get your money back basically, and just use certain weapons for certain sections. It's pretty. Если вы покупаете оружие, апгрейдите его, потом продаете, то все деньги возвращаются вам назад. Поэтому можно использовать разное оружие для разных сегментов игры. То есть вы ничего не теряете, покупая оружие для... покупая оружие в других главах. Вот так вот. Здесь он рассказывает, что можно быстро пробежаться по этим доскам, там типа если зажимать бег, отпускать, там, короче, для спидранеров. Тактика для спидранеров, ладно, хрен с ней. U3 на острове появляется до Краузера, вроде это в оригинале. Да-да, появляется там. Сенатор и задание ада тоже неплохо, если сделают. Да, сделают. Не знаю, что такое сенатор, но задание ада тоже сделают, точно. Смотрите, как он будет Салазара убивать. I'm pretty sure I talk to the merchant in the next chapter. What I like to do is if I've got menuing to do, if I really need to do it, I'll go into the typewriter to do it. Уже 31,5 часов во втором Резиденте. Довольно крутая игра по сравнению с Резидентом. Третий ремейк. Ну, третий ремейк, он немножко другой. Так, погодите, он... Не понял, зачем он выстрелил из этого, из снайперки ему в башку. Короче, кидаете яйцо ему в голову, затем из бабочки подстреливаете. 5 выстрелов, и он все, мертвый. The egg throw, I like to just line it up a little bit to the right of him. That usually works because he does move to the right at the bottom there. He kind of moves into it, which makes it a little easier to hit. If you haven't got the broken butterfly upgraded, you're going to need to hit him with 2 sniper shots during that fight. Because we've got it upgraded, we only have to hit him with 1. And that kind of gives us more of a, I don't know, an easy time when it comes to hitting the egg. If you hit him with 2 sniper shots, это фишка как в Resident Evil 5, но там тухлое яйцо много дамага носит, особенно в версии. Я не знаю, по-моему, это чушь какая-то. Они испоганили бой с Салазаром просто до неузнаваемости. Типа кидаешь яйцо и все, и ты выиграл бой. Ну типа ерунда какая-то. Мне не нравится здесь два момента, что они добавили яйцо, которым можно убить Салазара там с одной тычки, и ракетницу в игру. Добавили бы ее как бонусное оружие при повторном прохождении, что-нибудь такое. А так ты играешь, короче, и можешь какой-то, ну, опыт, игровой опыт
получить от сражения с боссами. А так ты покупаешь ракетницу, убиваешь противника ракетой, ну, босса, и все. Ты с ним даже не сражаешься, ты просто убиваешь его с одной тычки. Ну, это что-то не очень круто. Я знаю, что ракетница в оригинале была, там, убивали боссов с ракетницы, но, по-моему, это не очень, все не очень красиво. Зря, ну, игру, атмосферу от игры портит эта ракетница. Она слишком читерская. Ну, про яйцо я помню, как один союзник мой использовал яйцо на противнике. Забавно было, да. Я про это яйцо узнал, даже еще в Resident не играл. 4. Там уже во всем интернете про это яйцо знают, что типа кидаешь яйцо в рожу Салазару, и он умирает. Kind of difficult at first, but once you practice it a couple of times, again, that's why I saved it at the beginning of the chapter, and the reason for that is the enemies are sort of in specific. Сейчас будет сложно. Смотрите, сейчас тут будут фишки спидранерские. Как пройти сегмент на острове и при этом не сражаться с противниками. Просто не использую. Я когда оригинал на профи проходил, использовал только одну ракету с вердуга, которую в замке дают. Да, там еще... Смотрите. Кидаешь гранату, он отлетает, попадает в пулемет, и все, и ты проходишь. Meaning that you can just get through. You might need to shoot the brute in the red box on his arm to get past him. If he's facing you, you'll probably need to shoot him in the box. If he's got his back turned to you, which he Надо, короче, потренировать этот момент. Когда кидаешь гранату и пробегаешь. Practice it a little bit. I'm sure you'll get on just fine. You just need to be quick with lining up the grenade. So when we get to here, I like to throw a flashbang to run past these dudes. There's the second set of enemies in this area are right here, and you can just use. Кидаешь флешку, пробегаешь, и все просто. Ой, там за спиной стоит дядя с электрошокером. Не хочешь поиграть в рандомайзер Resident 2 Remake? Я в рандомайзер играл во втором ремейке. По-моему, я прошел полностью... Прошел все сценарии во втором Резиденте с рандомайзером. Ни хрена их здесь. On the way back, just because, you know, there might be more enemies on one side than there is on the other, and there was one enemy on one side and 3 on the other, so I just took the side of one enemy. It's one shotgun shot opposed to 2 or 3, so it makes sense just to take that route back. When we get up here, we can shoot this trap out the way. A little bit of stair skating there. I think I messed it up at one point, but yeah, that kind of helps. When you come through this door, go to the left, go up the stairs, взрываем динамит, динамит, бомбу взрываем, короче, которая там стоит. Надо было ему подождать, когда они сюда подойдут. Еще у них жизней до хрена. Yeah, use the trap better than I did there, and you'll have a better time. Luckily, I got a grenade back, and we're also going to pick another one up that's in a scripted location soon. In those 2 lockers, you usually get really strong ammo. I think the one on the right always has shotgun shells, but the one on the left usually has strong ammo in it as well. If you get unlucky, you might get some gunpowder, but I a lot of the time get 2 sets of shotgun shells out of those lockers, which is really nice. Make sure you open them. Так, мы подошли к Эшли. Skipping the cutscene that we get here, jumping down. Мимо этих можно пробежать спокойно. На харде, да, на хардкоре второй Резидент проходил с рандомайзером. Есть видео даже на канале. Этот вердуга по внешнему виду выглядит как хищник, и чужое типа жало имеется сзади, как у чужого, когти как у хищника, но и зрение вроде так же, как у хищника, но почти вроде что-то еще есть. Ну да, напоминает хищника. Но они, наверное, вдохновлялись хищником.
hand grenade in it. That hand grenade's always there, so make sure you grab that. And we can just run past this dude that comes out the oven. If we stick to the left, you can shoot him if you want to, but if you just stick to the left, he might stun you like he did. Там в мусорном баке всегда граната лежит. Можно пострелить огненного чувака, который выскакивает из... из холодильника. You just pretty much shoot their leg and run past them. Pull this switch to restore the power to this area, and then we're going to go ahead and pull this switch. Устанавливаем питание в этой зоне, поднимаем эту, как его, блядь, там, дверь, охренеть. Здесь забираем сокровища, бежим решать загадку. Решение для этой загадки всегда одинаковое, так что можно его записать или запомнить. Aliens Dark Descent, качай пиратку, игра норм. Я забуду, наверное. Стреляем в ноги и сваливаем. Мы не можем сражаться с регенераторами, потому что у них паразиты внутри, а у нас нету теплового визора. Их можно ножом затыкать. Aliens Dark Descent. Это новая игра вышла. Лично я считаю, что Resident Evil Remake лишил всех фишек оригинала. Лишил всех фишек оригинала, а также нулевого и второго ремейков. И даже частично первого. Еще даже наемников поленились добавить. В Resident Evil 2 ремейк контента больше намного. Да. Денис, здорово. У них паразиты внутри, а у нас снаружи. Это что значит вообще? I like to leave the room here and come and stand at the bottom of this hallway. When you come down here, look out for the other regen guy because he can be in different places. He might be usually down there, down where I'm looking here. There it is, you can see him. Переходим в коридор, и чувак, регенератор, который здесь бегает по коридору. По коридору он может быть в рандомном месте. Возвращаемся, берем карточку. И мне повезло, что регенератор не схватил меня, не ударил меня в спину. Иногда может не повезти, и он все-таки ударит. Это была опасная ситуация. Сломали уже? Go stream по доте. Не, я в доту я играть не буду. Go stream по рутоми чату. Так вот, мы стримим рутоми чат. Creeping towards the stairs, you can snipe him. These enemies are kind of tough, and they might not die from one sniper shot. Ой, промазал. I also missed, which is fantastic. Also, a couple of these guys like to turn into Las Plagas. If these guys are getting close to you, if you back up the stairs, like here, у него каска защищает башку от снайперской винтовки. То есть сначала нужно выстрелить из пистолетика, сбить каску, а затем из снайперки стрелять. You know, if you come into this area, you look down, you see enemies, you probably will stay at the top of the stairs just to, you know, get the shots on them, unless you're using a shotgun or something and you're going to run into their faces, but... Мне очень нравятся противники, которые... у которых какая-то жестяная банка на башке находится, и она не простреливается из пистолета. Слушай, почему тогда армия у нас не носит такие каски, которые нельзя прострелить со снайперской винтовки? Что это такое? Что это за пули непробиваемые? Металл какой-то, пуленепробиваемый металл на голове. Знаете, что странно, что вот говорят Resident Evil 3 короткий, да? Ремейк. А если посмотреть, то третий Resident... он хочет убить, короче, всех регенераторов.
So it's a good idea to take all of these dudes out. I like to just use the snipe, pick them off. I've got a setting on my scope that makes чтобы the они не box вылезли, easy to see, in my когда opinion, будем although it's ждать, kind of up to you. If you're wondering когда why your scope карточка looks pink and green, it's just a setting перекодируется. in the, I think it's the display Вот settings так or вот. maybe graphics. You should be able to do that Resident yourself. Evil Remake There's the проходится wrench. за то же Not время, all за these что guys проходится together. оригинальная You Resident can usually Resident hit two Evil of 3. these bugs in one shot if you move to the side of them, but I feel like hitting the rest of the bugs is kind of difficult if you do that. Like it's easier to be head on, waiting for them to stand up. If you're really struggling to defeat these enemies, you can jump over the sort of open windows and through the doors. Если вам тяжело сражаться с регенераторами, можете пробежаться через коридор, перепрыгнуть через окна и убить противников, которые кидают гранаты сюда вот. Вот они взрывают эти бочки с регенераторами. О, почти его схватили. Ну, смотрите, эти динамиты кидают. Если не убить регенераторов, то этот динамит взорвет хранилище с регенераторами, и тогда они все вылезут. Придется одновременно сражаться с регенераторами и с вот этими ублюдками. Вот такая вот фишка. У Риджета прохождение оригинала. Смотря, там еще в оригинале червяк был. Нормальная стоимость Resident Evil Remake это 200-300 рублей. Да нет, ну я думаю, 1000 рублей нормальная цена для третьего Резидента. 200-300 рублей ты, конечно, загнул. Там же все графоний красивые. Карты красивые. Ну, в смысле, окружение. Все круто сделано. Most of that chapter is really straightforward, and it's just a bit of a long one. What's that, 11 minutes? Yeah, there we go, sorted. So save the game after the chapter. У меня, кстати, ремейк Resident Evil 3, так же, как и Resident Evil 2, стоит без скидок тупо 39,99 евро. Я обычно в выпишу играть там на Xbox. А я третий Resident со скидкой взял. За 1000 рублей. Там, короче, когда уже... Он продавался весной, а меня не было дома весной. Я приехал только с командировки летом. И летом как раз распродажа была. И я купил Resident Evil 3 по скидке. Бах, в башку попал. Ну, я стреляю по ящикам, если в ящиках лежат деньги, я просто их не подбираю. То есть только если какие-то ресурсы там. Апгрейдим корону, и нам за нее дадут 100 тысяч золотых. Бабочку продаем ТМП, хилку. Покупаем апгрейд для кейса, ракетницу. Апгрейдим киллер. Отправляем их в хранилище для лучших времен. Будем использовать его против краузера. А, у него там рыба выпала. Рыбу надо было продать, говорит. Just to open up all this stuff. One thing to bear in mind is to get this chapter done quickly, we need 2 heavy grenades. Чтобы выполнить эту главу быстрее, нам нужно 2 гранаты. 2 тяжелые гранаты. So we need 2 heavy grenades for one of the tricks that we're going to do in this chapter to make things a lot faster, specifically at the wrecking ball section.
so you can just get through that section a lot quicker. So make sure you have those. If you don't, you might want to start saving your gunpowder to make heavy grenades, and this is kind of why I mentioned earlier. Сомнительная DLC про Розу стоила 20 евро. Да-да-да, вообще. Там игра проходится за 1 час. Те же локации, что в оригинале. Те же локации, что в оригинале, и 20 евро. Дорого, да. Я его, кстати, купил за свои деньги, мне его никто не дарил. Я взял резик 2.3 резистор за 10 евро всего-то. 4, 5, 6 резик, включая даже Revelation, здесь стоили по 8. Современные игры берут то не атмосфера, а красивая картинка, несмотря на то, что мой первый резидент был Resident Evil 1 ремастер. А мой первый резидент был Код Вероника. You'll see the enemy grab Ashley and jump through a window in a minute. It's scripted to happen. It always happens. Completely whiffed my shot there, but that's okay. Wasting shotgun shells. Not too happy about that. Он говорит, что тут баг есть, где... Here, you see this back right corner where he's sort of walking towards? There's no door there. There's nothing there. That's where he carries Ashley. And if you're down at the bottom of the stairs fighting these enemies, then Ashley, well, the cutscene will play where Ashley gets carried through a door and carried away. But there's no door there. There's literally no door there. Короче, если вы отвлечетесь на уничтожение противников, которые внизу стоят, чувак, который хватает Эшли, появляется рядом с ней. И это типа, он называет это багом. Потом он спрыгивает вниз и несет ее к стене. Там, где нету двери. И он может, и если его не убить вовремя, то он просто, то игра, игра будет проиграна, потому что он унесет Эшли просто сквозь стенку. Вот такая вот фишка. Здорово, Дэддэй. У нас здесь горячее обсуждение идет. Сколько стоит резидент? Yeah, I think here I went and put the bioscope back on the snipe because we're going to need it to kill one of those regen enemies in a moment. Okay, we go at the same time. Yeah. So to get this thing with the switch right, you basically want to press the button just before it reaches the 10 on the dial. Alright, so let's open up these lockers, this suitcase, get whatever's inside, grab the snipe ready. Don't put Ashley in the locker here. And what we're going to do is shoot the bugs out on this enemy. Не прячьте Эшли в ящик здесь. As soon as you shoot this first set of bugs, I missed that shot, which is kind of frustrating. And he missed as well. There we go, mate. We're both terrible. Right, just run past him. Говорит, я промахнулся из снайперки, он промахнулся ударом, мы оба ужасные. Хреново сыграли. Yeah, the regen guy is gonna catch up to you, and you're not gonna have a good time. But if you time it right, just as soon as you get rid of the bugs, you run for the switches, and you haven't put Ashley in the locker. Yeah, you'll be good to go, and you can just not have to deal with. Если не убьете регенератора и попытаетесь сбежать, то он схватит вас сзади. Поэтому лучше его пристрелить. Я читал про перевод аккаунтов Стима. На турецкий, чтобы русские аккаунты сделать турецкими, и за это, говорят, могут забанить. And use it to take out 4 enemies. Hit your shots here. You do not want to miss these shots. Make sure that you're being as accurate as possible. I think I got a 2-for-1 there, little collateral for you. Once you kill 4, come down here and run past this pillar. Когда убиваем 4, возвращаемся к мусорке, там появляется регенератор. После появления регенератора появляется 5-й противник, его нужно убить, иначе он схватит Эшли. Ни хрена себе регенератор здесь шпарит. Я вообще в шоке.
It's always funny to see. It's like some sort Охренеть. of Wile E. Coyote cartoon, mate. Funny stuff. Again, the solution here is always the same. Feel free to copy that solution to get through there easily. That puzzle can be a little bit tricky. Четвертый резик-то оригинал стоил 8 евро со скидками. Я, кстати, тоже покупал со скидками оригинал четвертый в Стиме. Но я не знаю, сколько это стоило. I'm just going to use the a flashbang. There's like, I think there's 3 or 4 of them here. So just go ahead and chuck a flashbang to get rid of them. Вместо того, чтобы использовать здесь пистолет, потому что пистолет дерьмо, я использую флешки и убиваю сразу 4 паразитов. Он, кстати, по-моему, пистолет не апгрейдил. Он его вообще не менял. Shotgun shells are nice. I'm pretty sure this area is really loot dense for the boxes. Like you get really good loot out of the boxes, so it's a good idea to go and get them. Не успел Before you взять. interact with the crane, make sure you go around here and get these boxes and whatever's inside. Alright, so moving around. Let's get Ashley inside. На платиру надо купить функцию смены аккаунта, но в Турцию переводить не надо. Ее хрен пополнишь. Так, смотрите, здесь кидаешь гранаты. Раз, два. 2 гранаты. I like to shoot this barrel to get rid of the dynamite guy. I got those 2 boxes and also these 2 boxes. Again, really loot dense area. Once you've got that second set of boxes, you can look over to your left, shoot this barrel. This guy was being nice and just letting me run past. Cheers, mate. Appreciate that. So we shot open those boxes earlier, and you can get whatever loot was inside now. You want to press the button as soon as possible, though, to get the lift moving towards you. You're going to have these enemies coming. Shoot that barrel to take out if any enemies that are near it. You can see how much shotgun ammo we've just picked up. We've got like 14 now. So I'm just playing it safe here, waiting for these guys to get a little close, throwing a flashbang. Ashley's coming over. If anyone gets too close, just push him back with a shotgun. Don't let him grab Ashley, obviously. Не, давайте им подхватить Эшли. Я сыграл сейвово, кинул флешку. Пистолет, как я понял, он вообще не уважает. О, там паразит вылез. Ну, быстро он проходит, ребята, быстро. Легчайшая стенка. Стенка вообще огонь. Быстро проходится. Ты опять пишешь про свой резидент. Я уже не помню, в каком году я свой первый резидент прошел, наверное, в 2015 в его год выхода на ПК Resident Evil 1 4. Resident Evil 1 HD ремастер. Unprofessional. I know I mentioned this before in another run, but if you play this game unprofessional, you just know how useless Ashley is. She's so annoying. But it is what it is. I suppose she's not cut out for these kind of things, you know. And I don't even care about that, like, you know, the fact that she doesn't fight and stuff, that's fine. Her AI is just kind of bad sometimes. Like, if she gets dropped, she'll just sort of stand there for 5 seconds, and you have to back up and help her. You'll help her again, and then she stands there. Я просто увидел, когда узнал об этом скипе с гранатой на этой воке. А я перед тем, как играть в игру, посмотрел прохождение и спидраны смотрел, так что я знаю фишки, ну, фишки этой игры. A little bit of looting if you want to get it. I didn't get it. I didn't bother with it here, but there could be ammo in there, gunpowder as well, so it might be worth checking. I probably should have checked it, to be honest, because I do need. Сзади находится комната, где есть лут. Надо было прочекать эту комнату, но я пробежал мимо. Так что если вы играете, проверьте комнату, которая за спиной. From the barrels that are in this area, just because it's before a boss fight. Usually the game gives you nice ammo and stuff. Submachine gun ammo there. I don't think I'm going to be using the submachine gun though. Автор спидранов не знает, где моды качнуть. Ты о чем? А мой первый резидент, с которого я начал знакомство с этой великой серией, в общем, является 7-я часть. Играл в 2021 году, вроде, или же в 2022, пока он был в Game Pass у меня. Unless, I mean, you can do stuff without the heavy grenade, it just takes longer. Right, so we're going to drop a save before Krauser. Сохраняемся перед краузером. Gain control again. We want to get our Killer 7. I'm going to discard this fish. Выкидываем рыбку, создаем гранату. А зачем ему граната? А граната, 2 гранаты у него, чтобы краузера бахнуть. Берем киллер 7. Все, поехали.
Он ракетницу взял. In hindsight, to be fair, I probably shouldn't have crafted that heavy grenade because it kind of put me in a bad spot in the next chapter. Right, so when you Седьмая get часть одна из моих любимых. Седьмая часть вообще такая отвратительная. pop him with the killer 7. If you hit him twice in the head like I just did, and then a third time when he jumps down, it should take one shotgun shot to push him back. Если 3 раза в него выстрелить, то и один раз из дробовика этого достаточно, чтобы он свалил. But I thought I would show it because it's a nice bit of loot that takes very little time to get. Первый хоррор, который прошел, это был The Evil Within, 2014 год был вроде. Я не знаю, у меня, по-моему, первый хоррор, который я прошел, это была Код Вероника, 2001 год. Прикиньте, сколько времени прошло, ребята. Нужно делать ремейк. Ремейк Кода Вероники. И у меня полный круг. Игры круг замкнется. Я начал играть в Resident Evil с Кода Вероники и закончу играть Кодом Вероники. Yeah, because the next chapter sucks. If you're willing to do things a bit slower, you'll be alright. So when you jump down there, you can either wait in the alcove, turn around and shoot Krauser with a shotgun, or you can try and blow up the mine early and just run through, and Krauser will chase you, but he'll despawn when you get around to the area where he shoots you with the bow. Если быстро здесь бежать от Краузера, то он, зайдя за угол, он просто исчезнет и не нанесет вам урона. Весь сегмент этот заскриптован, так что можно просто бежать, запомнить, откуда Краузер ведет выстрелы и просто стрелять, бежать, в смысле, по этой территории, ничего не опасаясь. There's a really cheeky strategy here where you can just run through this area and duck under the explosive bows. But there's a good chance you'll get hit. I just like to make him miss his bows, and if you hit him twice with a snipe, then he's done for, and he'll leave you alone. Если пальнуть ему в башку из снайперской винтовки 2 раза, то он от вас отстанет. Чем мне нравится Код Вероника? Не знаю, атмосферой. Первая игра, ностальгией. Или ты кого-то другого спрашиваешь. Седьмая часть тоже одна из моих любимых частей. Стреляйте в башку, уворачивайтесь. Убедитесь, что вы сохранили одну пулю для киллера. Really precise. You have to hit it at the very last second to get that parry to work. Этот парирование удара, блокирование удара самое сложное в игре. Нужно, короче, в самый последний момент его заблокировать, чтобы он сработал. I think there is a strategy where you can run past him, but I still think you get hit. All right, so whatever's here, grab all of that, hop over this, evade. Right here, once you're here, you don't have to worry about Krauser jumping on you anymore. You can whip out the rocket launcher for the final fight. I was messing up my inventory like an idiot. I still didn't equip the rocket. Okay, grab all of this stuff. We got another red herb. Look at all the herbs I'm not using, man. All right, so Продал бы он все эти травки нахрен. There we go. Надо куртку Леону купить, будет в чем на учебе ходить. У меня такая куртка, кстати, была в 2005 году. Когда вышел Resident Evil 4, я купил такую же куртку, как у Леона. Она, по-моему, до сих пор у меня лежит. Аналогичная история, кстати, первым и полностью пройденный Resident был как раз 7-й. После этого мною владела Ризик Мания. Галимый чат стал, нормальные сообщения не зеркалятся. Что это значит? С матами? Не отображаются сообщения, крутые сообщения с матами? Краузер мне в ремейке совсем не понравился. Мне тоже в ремейке Краузер. Мне не понравился в ремейке Краузер и Салазар. В оригинале, мне кажется, Краузер и Салазар были как-то, ну,
Не знаю, как сказать, какие-то такие атмосферные, какие-то харизматичные, а здесь они какие-то проходные ребята. I'm going to store up the sensor scope, the hunting knife, craft up a flashbang, put the heavy grenades on a shortcut for myself. I'm buying a couple of resources here. I know we find them a lot. У тебя в Рутоне какая тема стоит? У меня на стримах обычно. Да, я не менял. Скины в Рутоне у меня стандартные. Стандартная скин стоит, или ты про что? Стандартная тема. Так, что-то я прослушал, он говорит, то, что чтобы Майк заспаунился раньше, нужно там что-то сделать, и я провтыкал, что нужно. Если быстро подняться сюда, то можно пропустить ту кат-сцену, но я слишком медленно бежал, поэтому... Можно гранатой убить парочку противников, которые будут идти со спины. Лучше не тратить гранату здесь, а сохранить ее для следующей секции, потому что там она пригодится больше, чем здесь. Иногда противнику требуется 2 выстрела в голову, чтобы убить. Иногда 1. Lining up to destroy the barricade in this area. You want to grab as much gunpowder off these enemies as you can. You'll see me constantly going into my menu to make flashbangs. Super important to have flashbangs for this chapter, unless you're going to play things a little bit slower. To get through this chapter much quicker. Для этой главы нам понадобится много флешек. We need a lot of flashbangs. So right now I've got 4. I think примерно штуки 4. 2 more, maybe. Но если у вас будет на 2 больше, то будет лучше. Да-да-да-да-да. Получше выглядели, да, получше выглядели, чем здесь. По новой, значит, спидран смотри. Дальше скип артиллерии с помощью гранаты тоже топовый. Да, я это тоже знал. Я первый раз, когда играл, скипнул эту ПВО с помощью гранат. 2 чувака с динамитами, нужно их подстрелить. Got a barrel here to blow them up if you want to. Mike can help you out sometimes here, though. I'm just trying to kind of get them down so that I can get the gunpowder that they might have. But this guy was a maggot plug ahead, so I decided to just leave him alone and climbed up as he jumped down. So я решил, короче, подождать, когда он спрыгнет, затем побежать наверх. Вот у нас тут это пушка. We're going to come to about here, look straight up and chuck the nade up there. If it doesn't blow up, you can chuck a normal grenade at it and it will blow up like I had to here. But you can destroy it in one heavy grenade if you hit it properly. So if you mess up, you might want to reload and try again. Можно взорвать эту пушку с одной гранатой, так что если у вас не получилось, можно загрузиться и заново уничтожить. Ну и заново. Ой, что это было? У нас интернет отключается, ребята. Стреляем в ногу чуваку, который стоит за пушкой, потому что иногда он может выстрелить в вас, когда вы поднимаетесь по лестнице, поэтому лучше его убить. DLC за дедулю на про довольно жесткое. Я, кстати, пытаюсь в DLC 7 части пройти на сложности профессионал. Ага. Я не проходил, кстати, DLC. Вот зачем флешки нужны. Ну, слушайте, довольно быстро он прошел сегмент. Нужно тренироваться много, это нужно много тренироваться. Это круто, что интернет отключается. Послать кому-нибудь конверт весь запечатанный, с марками и печатными, в нем написано «Идите нахуй» и с уважением. Ты уже это писал на предыдущем стриме. Прошел уже на легкой нормальной сложности, забрал бонусы оттуда.
But yeah, I wanted to get through as fast as possible. And that's a pretty decent strategy. Hard to do no damage, but Эта арена дико сложная, руиню ее почти каждый раз. Сложно сделать с первого раза правильно. Ну да. Когда смотришь, как чувак играет, кажется, что все просто. Когда смотришь, вроде бы просто. Когда начинаешь играть, все тяжело. Вообще, Крис Редфилд является одним из моих любимых персонажей всей серии. Мне больше Леон нравится. Если у вас одна флешка, то ее хватит, но лучше всего иметь две. Не задевайте мешки, потому что если заденете, вылезет регенератор, поэтому не торопитесь, обходите здесь все. То, что можно обойти. Go. And get out of here. So I didn't break that one box that's on the gurney because there's a viper in it. There's always a viper in it. Я не уничтожил коробку, потому что в ней сидит змея. Alright, so I'm not sure if I got any extra magnum ammo. I did. I got an extra. Так, сейчас будет сложный момент. If you haven't got it, use the shotgun to kill Зачем that enemy. If you've got the magnum он этих ammo, убивает, навистадоров. Take out that Novi. Take out that Novi. Из магнума. Дайте здесь флешку, пробегайте. Берите Killer 7, стреляете в ракетометчика, он помирает. Он не будет отключать, точно. Разворачивайтесь, кидаете флешку. Прыгает чувак, стреляете ему в ноги. Подкидываете его к этой пулемету и все. К турели. Я свернул направо, потому что там стреляют арбалетчики, и я увернулся так немножечко от выстрелов. Вот так. Только я пытаюсь сделать это, не сдыхая вовсе, со сбором всех монет, с прочтением всех файлов, и что является самым главным, не используя бонусы, включая легкую контратаку. That can allow you to skip this little animation, and I wouldn't really call it a glitch, right? To me, a glitch is more something where you're, like, I don't know, glitching out of bounds in the game. But sure enough, I did it in my last run, and I advertised my last run as no glitches. And someone in my comment как один из section was жестких saying, любителей хардкора, канал на ютубе которого, ретро-канал Чапаева, которого обычно называется Чапаем. Чего? First of all, I didn't realize that pause in the game was a glitch. Да, я знаю канал Чапая, я на него подписан. Но мне не нравится там прохождение с ножом некоторые. Например, я не смотрел прохождение Village, Resident Evil Village, потому что он там всех врагов убивает. Довольно нудное какое-то занятие. Ну, то есть смотреть, как он там 10 минут убивает одного противника, это, по-моему, лишнее уже было. Чапай задрачивает игру до невозможности и делает выпуск. Го устроим срач на 2 часа и закидаем друг друга копирайт-страйками. Что? Pause the game on and off repeatedly, like right here, just before he does this, it'll stop him from doing it. But yeah, I did that in my previous run, and someone called me out for it, and I was like, God, man, you're really picking this shit apart, you know? You're reaching a little bit there, man, grasping at straws. But oh well. У меня уже прилетел копирайт-страйк. У меня прилетел 1 страйк за копирайт и 1 страйк за поддержку преступных и террористических организаций. Мне хватит. Еще 2 страйка, и у меня канал забанен.
And then after that, I might try and attempt no saves, no damage, but that'll probably take a very long time, a very, very long time. So don't be surprised if Что Азов поддерживал. there's a gap. Наоборот. But Если if ты you're Азов interested in watching поддерживаешь, these то challenge runs, тебе come не on over to my прилетит live stream, страйк. man. Не прилетит, Twitch.tv/Freems, да. come over there. А если ты поддерживаешь Put some hair on your российскую chest. армию, то тебе за поддержку Come hang out. We'd love to террористов have you. I'd love to прилетит have you. страйк. And, yeah. Эдбреллу поддерживал, да. У нас мир перевернут, блядь, сверху, с ног на голову. Если ты поддерживаешь нацистские формирования украинские, ты герой, патриот, борец за свободу. Если ты поддерживаешь антинацистские группировки, то ты террорист, экстремист. Вот так вот, ребята. Я сейчас на отдыхе в России на 1,5 месяца. Может даже соединение поддержит. 15 июня. По конец июля. Ну и чё, как отдыхается у тебя в России? There's two more in this area. I like to jump over this wall and shoot them just before we duck under this pillar. So there's one there, one there. Let's go duck under Rio. Yep. And then we need to just buy our rocket launcher for Sadler. Все, остается купить ракетницу для Садлера, и мы закончили прохождение. Слушайте, сегодня у нас активный. Лучше не говори об этом вообще на всякий случай. Да, лучше вообще не говорить. Я просто не уверен, что это политика. Что в нашем мире не политика тогда? With the pistol, or with any weapon until like the second tentacle swing or something, but I was just using my pistol ammo here because it's like a pea shooter at this point. I thought, why not? And then when I get past that second tentacle swing, I think я слышал, что нельзя нанести урон этому яйцу, этому кокону до того, как тебя два раза, ну, до того, как тебя два раза не попытаются ударить Садлер. Вот и ракетница подъехала. Shoot him with it. And there we go. Let's get out of here, mate. So the reason на озеро только не съездить за кишечной палочкой. Кстати, кто-нибудь увлекается амнезией? Не, никто не увлекается. Я, кстати, не играл. У меня столько игр, в которые можно еще сыграть. I know the video is probably just under 3 hours, but the time was 2 hours 45. If you didn't know, like, cutscene time doesn't count towards game time, and also we used the typewriter storage a little bit, and the in-game time doesn't go up when you're in the typewriter, which is why I use it a bit more. Helps you save a little bit of time. Yeah, there's the enemy that we need to shoot. And we're out of here. That's it for shooting. Just need to escape now. Get it sorted. This has been a decent little run. Остался один копирайт-страйк. Really happy that I managed to get it in under 3 hours. And, Кооп. Остался один кооп. Кооперативный страйк. Than the 4-hour one. I feel like when a run starts going over 3 hours, people get a little bit like, oh, like it's really long, right? Whereas 2 hours is still long, but it's a little more digestible, I guess you could say. All right, so if you full-on accelerate throughout this section, you should end up, I think, with like 15-20 seconds left at the end. Pretty sure I was holding accelerate the entire time. And if, you know, смотрите, он на профессионале, короче, вращается. Я просто играл на другой сложности, он трюки не делает.
Yeah, you can also do flips on the jet ski, man. It's really cool. And the game gives you 1,000 pesetas every time you do a trick on the jet ski, which is kind of funny. All right. And away we go. Almost done then. So, if you're into no damage runs, I've recently done some no damage runs. I've done Callisto Protocol. I've done Dead Space as well. I've got a few others. There's other no damage runs kicking around my channel. I've done Dead Space 2 as well. Dead Space 3 is still on the list. But yeah, that's something I'm interested in. I have done a few of them. Победа, ребята. Все, мы досмотрели. I want to do a lot of the other Resident Evil games. Как тут закидывать этими страйками на телефоне? These no damage runs. Давай мне страйков побольше. Обидно, наверное, было бы ноу-хит ранее задамажиться на этом этапе. Да, но у него сохранение есть. У него 15 сохранений, он мог загрузиться. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока. Take it easy. Take it easy. У нас сегодня довольно активный чат получился. Я даже не думал, что кто-то зайдет здесь поболтать. Стрим, да, заканчивается. Все. Мы пришли посмотреть ролик. Я запишу его. Отредактирую его в программе, залью к себе на канал. И выдам за свой контент. Тоже начал букер, но дропнул через пару часов, показался душным из-за однообразного дизайна. Ну чё, все, спасибо за просмотр. Увидимся скоро на телеканале СТС. Давайте, всем спасибо за общение. Прикольно было. У меня такое ощущение, что у меня более активный чат, чем у людей, у которых 1000 зрителей. Я просто сижу на Твиче, смотрю и... Ну, как бы у меня сидит 5 человек, и сообщений столько же отсылают, сколько вот здесь. Как 1000 человек. Мои зрители работают как 1000 человек, блядь. Да, на Твиче вообще. Вот, ну, вы посмотрите, сколько пишут они, и сколько написали вы. То есть, вон она, скорость. Просто какая-то. Просто как-то странно это все выглядит. Да. Всем пока, любителям Resident Evil. Давайте, все, мы попрощались, расходимся. Спасибо, что сидели тут, общались. Актива много. Увидимся, может, завтра. Всем пока.